Кенши. Из тех игр, которые с самого старта берет тебя и выкидывает в огромный свой мир, как маленького котенка. В этом мире нет ограничений, нет каких-то рамок, заставляющих тебя действовать по шаблону. Это мир, где ты сам пишешь свою судьбу и сам решишь, когда закончить путешествовать по этому кровожадному и кишащему опасности миру. Где тебя изобьют фанатики-расисты, которые не принимают никого кроме людей и таких же фанатиков. Или тебя убьют роботы, у которых плата сгорела из-за их нахождения в пустыне, по которой идет бомбардировка с орбиты. Или тебя догонит и съест живность этого прекрасного мира. Чтобы стать тем, кто может за себя постоять, надо пройти долгую дорогу из боли, страданий и унижений. А их будет очень много, поверьте мне. И только тогда ты познаешь весь смысл Кенши. Что-то я затянул свой вступительный монолог, и чтобы начать играть в эту замечательнейшую игру, надо сначала выбрать сценарий. Сценарии есть на любой цвет и вкус. В этой игре их уйма, перечисление их особенностей займет кучу времени, так что начну с самых интересных из них. Сценарий на дне. Мы начинаем одним персонажем, без денег и без левой руки, прямо посреди пустыни. Это самый сложный и интересный сценарий. Игроки чаще всего выбирают именно этот сценарий из-за его сложного старта. Побег из рабства. Тоже по-своему сложный и интересный сценарий. В нем мы начинаем двумя персонажами. Наше временное место жительства и работы по совместительству находится в карьере, в самом центре святой нации. Да-да-да, именно тех фанатиков, которые заставляют другие расы строить бесполезную статую их императору. Побег из племени каннибалов. Интересный сценарий, но не такой сложный, как побег из рабства, так как людоеды очень тупые. Когда они вас поймают в клетку, они почти сразу же про вас забывают нахрен и уходят по своим делам. То куда, а я по съебам. Но когда вы будете избегать от их плена, за вами увяжется их главарь. Чтобы от него избавиться, надо просто его стравить с местной живностью. И когда местные твари его уже загрызут, вы можете взять его вещи и смело исследовать мир. И когда мы наконец определились с выбором начального сценария, пора выбрать нашего первого персонажа. В этой игре есть такие расы, как люди, шейки, рой, скелеты, людоеды, гиганты и прочая нечисть. Вкратце объясню вам за каждую расу. Человек — это классика, то есть скучно. Шек — сильный воин, но медленный и тупой, как пробка. Рой — быстрый, ловкий и выносливый жук. Идеальный вор, но хилый и от 2 ударов теряет конечность. Скелет — это робот, имба в лейте, не нуждается в еде, но на старте его не вылечишь от травм, потому что роботов надо лечить не обычной аптечкой, а специальной, которая стоит как почка. Остальные слишком ультимативные за модов, которых я накачал на 7 гигабайтов. Итак, когда же мы наконец выбрали начального персонажа, можно начинать наше увлекательное путешествие в мир Кенши. Я выбрал сценарий на дне, так как считаю его самым сложным, и начал играть еще из-за скелета, то есть усложнив себе игру в 2 раза на начальном этапе. Из-за того, что скелета не вылечить бинтом и йодом, я буду избегать любые драки. Еще я буду качать только боевые искусства, то есть я не буду использовать любое оружие, только кулаки, только хардкор. Чтобы избежать стычек с кожаными ублюдками, я решаю бежать туда, куда их нет, в гиблые земли. А там в баре возьму себе уникального рекрута Мрачного Нила. Мне придется бежать через полкарты, и R2 за это время неплохо вкачает атлетику. Сейчас будет кайфовая нарезка этого марафона. На полпути я заметил разрушенный город и решил там поживиться. Запихав в карманы самое ценное, я продолжил путь. И я там еще нашел ремкомплект скелета, то есть аптечку для скелетов. Спустя 5 минут я наконец-то прибежал в город скелетов. Я зашел к торговцу протезами и продал все ненужное барахло. И потом я забежал в бар за уникальным рекрутом, Мрачным Нилом. Когда я посмотрел его статы, я чуть испугался, потому что у него были боевые искусства -7. Я никогда раньше такого не видел. И уже вдвоем мы отправились на болото для контрабанды гашиша. И на болоте там же мы еще прокачаем воровство R2. На ворованные деньги купим R2 протез и девайсы для боевых искусств. Но на пути нам встретились голодные бандиты. Это самые слабые бандиты из всех возможных. Я решил все-таки с ними сразиться. И как вы поняли, пизделей нам дали крепких. Но после этого избиения мы подлечились и продолжили свой путь.
И каким-то чудом мы сумели добраться до деревни в болоте без дополнительного опиздюливания. Но так как мы прибежали в час ночи, а магазин уже был мне нужен и закрыт, пришлось ждать 7 утра, чтобы он открылся. Итак, зайдя в нужный магазин и взломав этот сундук, нам открываются рейки из гашиша. И еще тут можно прокачать очень хорошо воровство. Этот способ является богоюзом, так что я не принуждаю никого так же делать. И когда мы апнули нужный уровень воровства и взяли максимально гашиша, можно бежать уже в ровную лагуну и туда его продавать за 3 дорого. И спустя 5 часов игрового времени мы наконец-то прибежали в ровную лагуну, чтобы продать весь гашиш. Купили R2 белую накидку и купили 2 вьюка, чтобы носить еще больше гашиша. И за такую одну ходку мы заработали 13 тысяч. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать. Если тебе понравился этот видос, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. И если тебя интересует тема RimWorld, можешь посмотреть мой предыдущий видос на этом канале. Ну что ж, а на этом все. Желаю всем хорошего настроения, удачи и всем пока-пока.